Сегодня 28 декабря 2025 года, и всем привет из Одессы. У нас так ветрено, что падают все елки, которые повыставляли на продажу. Судя по толпе, вы понимаете, что все готовятся к Новому году. Вот чувствуется, что Новый год. Смотрите, какую елку тащит мужчина. Есть здесь прилавок, который точно не везде такое увидишь. Посмотрите, какой здесь огромный ассортимент калкана перед Новым годом. Я на привоз приезжаю часто, но сегодня вот просто шокирована. Посмотрите, наша черноморская рыба, это белое мясо, и оно просто нереально вкусное. А почем калкан? 1300. 1300 гривен за килограмм. И вот посмотрите, осетер. Смотрите, какие они крупные. И сейчас перед Новым годом, уверена, люди покупают это все, потому что это считается деликатесом. А почем осетер? 1000. 1000 гривен. А помельче тоже? 500. 500 гривен. Я сейчас помолчу, просто послушайте, какой гул на привозе. Я знаю, что перед Новым годом на базарах просто тысячи людей. И все везде покупают, потому что все стараются перед праздниками накрыть вкусный, красивый стол. Всегда показываю вам здесь, какая рыбка на привозе есть. И вот перед Новым годом, смотрите, сладкий карасик по 100. Ага, все разбирает перед праздниками. Филе толстолоба 160 гривен. Филе карпа 250. Глось морская. А в какую цену глось? А в какую цену глось? Почем? 450 гривен свежая. Спасибо. Судак по 300 гривен. Толстолоб по 80. И карп очень большой и красивый по 100. Кефаль свежую можно сейчас найти на привозе. А почем кефаль? 300? 300 гривен. И бычок, еще таких не видела. Бычок кнут просто огромный. А бычок почем? 500 и 600 гривен. И есть даже перед Новым годом вот камбала черноморская. Почем? 1500 килограммов. Все с елочками ходят. За соленьями огромная очередь. Люди сегодня просто гребут все. Я думаю, и покупатели счастливы, и продавцы. А почем огурчики? Огурчики мелкие 100 гривен, средние 120 и крупные 100, 120, а? 150. 150, 120. Ага. Да, люди сегодня есть, все готовятся к праздникам. А яблочки почем? Яблочки светлые 150 гривен килограмм. 150? Темненькие можно Ага. по 100. По 100. Вот листья на дому есть. А перчик? На Листья 100 на дому новогодний. 20 гривен, вот такой вот бычок, тут идет 10 листиков с белого винограда. Ага. А перчик? И перчик вот такой 350 килограмм, в меду, Спасибо. очень сладенький. Вкусный сладенький перчик. Смотрите, какое здесь разнообразие салатов. И на стол все, что нужно, можно найти. 150, 120, 100. Вот такие вот по 100 гривен. По 100 И гривен. есть такая вот остренькая 150 килограмм. 150 килограмм. Спасибо. Здесь немного одесского юмора. Ни хера сюда не ставить, потому что здесь пленочка. Вот сарган по 300 гривен. Смотрите, какой длинный, красивый. Вот смотрите, что здесь есть. Это настоящий скат. Такое точно не везде найдешь. Смотрите, сразу чувствуется, что перед Новым годом все хотят на столе иметь вкусную колбаску или балык. Посмотрите, какая очередь. Ужас. Витрины просто ломятся от ассортимента. И здесь вы даже не представляете, какой аромат мясных колбасных изделий. Смотрите, какие мясные рулеты здесь есть. А почем такой мясной рулет? Рулетик 450. 450. Запеченная в рукаве. 450. 450. Со специями. 450. Вообще, на новогодний стол. 450 гривен. О, Мясо посмотрите, обалденное. нам даже разрежут. Вот 450 гривен, посмотрите, смежающая. Сочные, хорошие. Ой, это мне дали даже попробовать. Спасибо большое. Спасибо вам Телячья большое. колбаска 320. Очень вкусно. Свиная колбаска есть. 450. 450 гривен. Куриная 350. 350. А вот такая колбаска по 450 гривен.
Это продавец Татьяна, мы часто к ней подходим. У нее всегда очень все вкусное и свежее. Бастурма по 800 гривен. Смотрите, нам сегодня все разрезают и показывают, какое все свежее. Ой, посмотрите, какая красота. Видно, что мягко. Говядина и есть конина. 850 гривен. Она так пахнет, аж сюда слышно. А сало почем? Сало 300 гривен. Смотрите, сало по 300 гривен. Наше украинское гарное сало. Чтобы вы понимали, я даже не могу снять видео, потому что все время продавца отвлекают. И это хорошо, что у людей есть возможность покупать себе вкусности на новогодний стол. Так, цены на яйца перед Новым годом. Вот по 80 гривен домашние, по 80 гривен. Самые дорогие это по 100 гривен домашние. Вот винницкие по 73 гривны, по 65 гривен есть. Но в принципе вот от 60 до 100 гривен. И здесь классно, в коробочках можно посмотреть, какие желтки. Можно по 65. А перепелиные яйца по 55 гривен. Я, кстати, куриные яйца не люблю, а вот перепелиные просто обожаю. Давайте, 30. Здесь на привозе можно купить настоящую овечью брынзу с Бессарабии. А все знают, что продукты из Бессарабии очень и очень вкусные. А почем такая брынза в специях? 400 гривен за 400 килограмм. гривен за килограмм. А вот такая? Тоже 400 по за 400, килограмм. да? Она вся по 400 или здесь зависит 450. от выдержки? А вот такая Самые старые. по 2 года 450. 2 года, представьте, брынза 2 года, 450 гривен за килограмм. Овечья брынзочка. Какой цвет? И вот семья уже много лет, наверное, занимается. Да. Да. Класс. Даже фотография семейная, очень красиво. Спасибо. Чтобы вы понимали размах того, как одесситы готовятся к Новому году. То, что тысячи людей, я не шучу. На привозе даже сейчас можно найти клубнику, голубику. Голубика 1000 килограмм. А клубника почем? 700. 700 гривен за килограмм. Все хотят знать цены. Картошка на оливьешку по 20 гривен, славянка по 25, лимонка по 25, белоросы тоже по 20, редька по 50. Так, бурячок на шубу по 30 гривен, морковка по 30 гривен, капуста по 35, мандарины по 100 гривен, по 80 гривен, хурма по 80, по 110, лимончики по 60. Здравствуйте. Яблоки. Голден по 35. Все яблочки по 35 гривен. Апельсины по 80. И грейпфруты по 90. Заходим в рыбный ряд. Хочу вам показать цены на икорку. Щуки 650 за 100 грамм. Кета красная икорка 100 грамм 580 гривен. Есть 100 грамм 750 гривен. Смотрите, есть 100 грамм кета 900 гривен и горбуша 850 гривен. Есть вот такая вот горбуша по 615 гривен. Это уже не рассыпная, а в коробочках. Так. И есть вот такие баночки. Большая 600 грамм 4600. Есть икра форели 400 гривен 100 грамм. Кета 520 грамм, горбуша 550 100 грамм, и вот кета по 700 грамм. И есть вот такая вот горбуша в коробочках по 500 гривен. Не знаю, сколько там грамм, видно. Икра лосося. Вот можно купить по кусочку красной рыбы, 1000 гривен килограмм, филе семги и филе форели. Так, скумбрийка на новогодний стол холодного копчения, килограмм 620 гривен. Оселедец селедка 290 гривен. Так, что здесь еще? Скумбрия соленая 290 за килограмм. И вот такая вот без головы 300 гривен за килограмм. Селедка 190. Вот скумбрийка холодного копчения, очень жирная и крупная, по 482 гривны за килограмм. Поменьше, вот 609 гривен за килограмм. А вот замороженная скумбрийка 285 гривен за килограмм. Очень жирная и крупная. А сельдь по 175 гривен за килограмм. Рулетики вот такие на новогодний стол. Даже целый торт с угрем есть. 100 грамм 250 гривен. А почем такие рулетики? Такой 150-100 грамм. 150-100 грамм. Это 200 гривен 100 грамм. Есть креветки, есть в шахматном положении.
Здесь Есть вот такие из 3 рыб. Это вот это белое-белое, красивое. Это палтус, очень вкусно. палтус, лосось и тунец, да? Да. А вот здесь и вяленый, он не копченый. Здесь палтус, марлин, тунец и семга. Очень вкусный. Спасибо И большое. слабосоленый. Такие вкусности можно найти И вот на такой вот, одесском смотрите, 150. привозе. Очень Ага, вкусно. 150 гривен. Вот форель по-мексикански 200 гривен 100 грамм. А почем осетер? Или- Полторы, наверное. А, это не ваше, да? 1500. А это угорь, да? Да, и там Это 4 целые тысячи. угри. 4000 гривен килограмм, да? 4000 гривен килограмм угорь. Вот такой вот можно найти в Одессе. А почем, здравствуйте, извините, а почем раки? 1200, 1000, это 1200, это 1500 гривен самые маленькие. Спасибо. Символ одесского привоза тетя Соня поздравляет всех с наступающим Новым годом. И на удачу в Новом году, потому что в Новом году мы уже с вами приедем на привоз, потрем тете Соне носик. Редисочка по 25 гривен за пучок. Ананасы, одна штучка 300 гривен. Баклажаны по 270 за килограмм и по 180 мельче. Кабачки по 180, перчик по 200. Это уже все не сезонные овощи, поэтому понятное дело, что цены на них выросли. Такой зеленый перец по 100, красный по 180 и зеленый по 100 гривен. Огурчики по 140 гривен, помидорки по 140 гривен, черри по 150, уже обычные. Говорят, что очень и очень вкусные. Виноград по 100 гривен, по 250 ананасы, виноград Молдова по 70 гривен. Все сейчас можно найти на привозе. Паприка желтая по 150. Смотрите, в Одессе снова пошел маленький снег. Знаю, засыпают столицу, но в Одессе, знаете, такое подобие снега, подобие новогоднего настроения. Вот так сегодня живет привоз, вот так сегодня живет Одесса. Люди идут и идут, готовятся к праздникам. Всем хорошего дня, хорошего настроения, ну и удачных всем приготовлений. До встречи в следующем видео из Одессы.